Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Можете меня поздравить. Мой автоклав наконец-таки прибыл. Значит, доставка заняла где-то месяц, наверное. Но лучше поздно, как говорится, чем никогда. Я очень обрадован, что автоклав наконец-таки прибыл, потому что с ним у меня появляются новые возможности. Мы будем с вами консервировать рыбу, мясо, птицу и не только. И первым делом, друзья, я решил законсервировать рыбу. И рыбу не простую, а очень знаковую для Каспия. Это наш залом, каспийская сельдь. Залом, бешенка, черноспинка и так далее. Вот эту селедку мы сегодня с вами, друзья, вместе законсервируем. Значит, очистим нашу сельдь от чешуи. У селедки чешуя очень легко отстает. И, кстати, очень многие задают вопросы: а откуда у вашей селедки чешуя? Потому что люди привыкли видеть селедку без чешуи, когда покупают уже готовый магазин. Но у любой сельди есть чешуя, друзья. Просто она настолько легко отстает, что в большинстве случаев вы уже ее видите без чешуи. Она проходит все эти процессы там вылова, обработки, там перегрузки, заморозки, разморозки, и из-за этого видите ее без чешуи. И чешуя, я повторюсь, легко, очень легко отстает у сельди, в отличие от других видов рыб. Посмотрите, вот буквально несколько движений, все, рыба чистая. Вот по этой причине вы рыбу в магазине, сельдь я имею в виду, видите уже без чешуи. Но чешуя у нее есть. Теперь ножницами отрежем плавнички. А теперь, друзья, вот так, прям не потроша, нарезаем. Так, знаете, потрошить легче. Вот так каждый кусочек берем. Все, чисто. То есть, если вы знаете, что рыбу будете нарезать, ее можно потрошить вот таким вот образом тоже. Абсолютно чистенько получается. Друзья, а все вот это, головы, хвосты, внутренности, это, конечно же, пойдет моим кошкам, которых, правда, не вижу. Неделю уже не приходит даже Алик и Манька. Появятся, никуда не денутся. Посмотрите, как она выглядит, друзья. Такая розовенькая, свеженькая, очень красивая рыба. Так, ну что мы сейчас делаем? В принципе, консервы, здесь все просто. Сейчас раскладываем нашу селедочку по баночкам и начинаем ее готовить. Значит, баночки я на всякий случай прокипятил, продезинфицировал. Но, опять-таки, как все говорят, смысла нет это делать, если мы готовим в автоклаве, потому что там температура 120-125 градусов может быть. Значит, на дно банки лавровый листик, перец горошком, штуки 3-4, мой любимый кориандр. Это, опять-таки, кому что нравится. Мне очень нравится кориандр, я его добавляю. И все, друзья, собираем сюда уже рыбку. Значит, надо постараться положить ее, конечно, аккуратно, насколько это возможно. В принципе, получилось симпатично. Так, друзья, потом что? Соль, важный момент. Я первый раз, когда делал консерву рыбную из скумбрии,
Значит, я сделал целую чайную ложку соли на банку пол-литровую. Это оказалось много. Пол чайной ложки соли. Значит, сначала четверть ложки. Вот так. И дальше уже второй ряд тоже четверть ложки пойдет. Вот так. 6 крупных кусков. Грубо говоря, одна рыба в одну банку. Заполнять полностью не нужно. Друзья, следующие 4 банки я добавлю один ингредиент. Значит, мне советовали, что для размягчения костей, чтобы они еще более мягкими становились, да, нужно добавить или лимонную кислоту, или сам лимон. Мне вот сам лимон показалось как-то и эстетичнее будет выглядеть, да, красивее. Так что я добавлю дольки лимона. Друзья, вот такими тоненькими круглыми дольками. Друзья, и вот так на каждый слой рыбы, у меня здесь 3 слоя получается, одну дольку лимона. Значит, это эксперимент. Мне посоветовал кто-то в комментариях, кто-то из вас, то есть. Доверюсь этому человеку и посмотрим, что получится. Вот 4 я сделаю без лимона, и 4 будет с лимоном. Мне просто интересно выяснить, будет ли какая-то разница вот в плане размягчения костей. Так, лимон. Следующий рыбка. Лимончик. Лимон. И пару перчиков. Посмотрим, что у нас получится. Вот эти вот так выглядят. Баночки с лимоном. Все, друзья, 8 банок. Значит, 4 простые и 4 экспериментальные с лимоном. Теперь, друзья, зальем, значит, банки с рыбой маслом. Это оливковое масло. Чуть-чуть ложечкой поможем маслу проникнуть в баночку получше. Друзья, и еще одно отличие. Вот в эти баночки, где нет лимона, я добавлю немножко воды. Значит, помимо масла. Значит, и масло пойдет, и немножко вода. Все, баночки закрываем. Вот так. Друзья, пожелайте мне удачи. Первый раз использую этот автоклав. Не то, что этот, вообще, в принципе, автоклав. Настоящий автоклав. Не афганский казан, как я раньше делал, помните? А вот это уже настоящий автоклав. Значит, это вот такая, значит, кассета. Укладываем баночки сюда.
Здесь на каждый этаж до 5 пол-литровых банок идет. Но я не буду перегружать. Пусть немножко между ними будет расстояние. Я сделал по 4. Я думаю, хватит. И 4 баночки, которые без лимона. Да, в нижний этаж у меня пошли банки с лимонами, а сюда без лимона. Плотно прижимать не буду, смысла нету. Загружаю. Мне нравится. Значит, заливаю холодной водой. Сантиметра на 2 покрыла баночки и достаточно воды. Так, температуру пока показывает сколько там, 10 градусов. Ну, с Богом, друзья. Огонек горит, значит пошло дело. Значит, после того, как вода закипит, час я буду держать рыбу, пусть она поварится. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Друзья, активно кипит, вот температура 113,7, в общем где-то 115 градусов держалась. Сейчас чуть-чуть почему-то упала, где 113 с чем-то. Час, как я сказал, уже можно выключать. Друзья, полностью уже автоклав остыл. Наверное, часа 1,5-2 прошло. Вода такая тепленькая. Уже можно доставать. Вот так, друзья. Так, это у нас верхние банки. Это которые без лимона. Так, друзья, попробуем сначала ту, что с лимоном. Запах лимона присутствует. Интересно. Вы только посмотрите, лимон фактически растворился. Осталась только вот эта кожура от него. Посмотрим, была ли от этого польза. Вот прям не терпится попробовать, узнать, как лимон подействовал прежде всего на косточки. Сейчас посмотрим. Только хлебушек нарежу себе. Сейчас я его так разберу. Посмотрим, где там кость у нас. Друзья, значит, мелких костей как будто и не было. Хотя все мы знаем, насколько залом костлявый. Но вот эти мелкие кости, они просто не чувствуются.
Это еще одна причина, почему из залома стоит делать консервы. Костей нету. Но хребет все-таки ощущается. Вот центральный хребет. Я его могу, конечно, переживать, но все-таки ощущается. Лимон, не знаю, может и помог, но как-то особого такого эффекта не вижу от лимона. Но вкус отменный. Очень вкусно. Селедка сама по себе вкусная рыба. Вот наш каспийский залом очень вкусный. У него единственный минус — это костлявость. Вот этим способом мелкие кости гарантированно не чувствуются, гарантированно. Хребет остается, ты его чувствуешь, конечно, но хребет — это не так страшно. Серединка, да, убрал, и все, и кушаешь спокойно. Сейчас попробуем еще, знаете что, друзья? Сейчас попробуем из этой рыбки такой на скорую руку салатик организовать интересный. Возьмем лист салата и вот так крупными кусочками нарвем, набросаем в тарелку. Значит, сверху красный лук. Значит, вот такие мелкие помидоры, они почти как черри, но они даже вкуснее, чем черри. Это наши бакинские помидоры. Помидорки сюда. Еще сюда идут вареные яички. Они подходят к этому делу. Зеленые оливки. Вот так. Достанем нашу селедочку. Так, выну косточки, вот эти хребты, а остальное все не чувствуется, как я уже говорил. И вот так, друзья, ручками берем и рыбку сюда. Чуть-чуть посолю, друзья, потому что кроме рыбы здесь все остальное не соленое абсолютно. Чуть-чуть поперчу. И сверху вот так чуть-чуть шарабом полью, друзья. Вот так. Сейчас попробуем. А знаете, неплохо. Я рецепт этого салата подсмотрел. Это не мой рецепт. Но мне понравился своей вот такой какой-то немножко небрежностью. Такое все крупное, разбросанное.
И, знаете, вкусно. Не подвел. Очень вкусно. Именно все такое. Из-за того, что крупнокусковое, вкус отчетливо чувствуется всего по отдельности. Вообще, знаете, очень радуюсь, когда осваиваю какой-то новый рецепт с нашей каспийской рыбой. Особенно залом, да, вот мне даже где-то иногда обидно становится, что такая вкусная, такая жирная рыба, но вот своей костлявостью она многих отталкивает, знаете. Я уверен, что по вкусу залом, именно по вкусовым качествам, по жирности, по самому вкусу, он не то что не уступает всем остальным сельдям, селедкам, но мне кажется, превосходит. Но вот эта костлявость его чрезмерная отбивает охоту иногда. Я очень рад таким рецептам, потому что наша рыба, каспийская, родная наша, полезная, вкусная, она уже начинает как бы работать реально. Согласитесь, да, что может быть лучше вот той рыбы, вот той натуральной морской рыбы в данном случае, выловленной там, где вы живете, то есть прямо рядом с вами. Это не рыба, привезенная за сотни тысяч километров. Это ваша родная, самая вкусная рыбка. Так что, друзья, особенно это бакинцев касается, покупайте залом, покупайте каспийские бычки. Это все продается на 8-м базаре. Очень дешево. Относительно других рыб в 2-3 раза дешевле. Но вкус натуральный, настоящий, морской. Эта рыба не разводная. Все витамины, все полезные вещества, все здесь присутствует. Я как бы рекламирую каспийскую рыбу. Вот так, друзья. Вот сегодня у меня ужин, наверное, самый здоровый ужин, какой только может быть. Салаты, витаминный такой салат. И плюс наша каспийская рыбка залом. Сельдь, черноспинка, бешенка. Столько у нее имен. Все было очень вкусно. Спасибо вам за просмотр. Спасибо, что выслушали. Мне было реально приятно пообщаться с вами. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.